Таксопарку Такси Хайп требуются водители на своих автомобилях для работы в Яндекс.Такси. С нас супер условия и, конечно же, большие заработки. Очень много водителей по всей России доверились нам, работают и вполне себе счастливы. Так что приходи в WhatsApp, ссылочка будет в описании. Удачи! Здравствуй, мой дорогой и приятный душе и сердцу, глазам и ушам зритель. Я не знаю, как в вашем регионе, но в Питере ходят какие-то лютые вирусы. Я не могу, вот как сентябрь наступил, я просто не могу никак выздороветь. То сопли, то насморк, сопли одно и то же, то горло, то общее состояние какое-то вялое. Какие-то ковидные истории все ходят рядом. Еще что-то. Короче, выздороветь крайне тяжело. Не знаю, может быть, это какое-то осеннее сезонное респираторное чудо, которая напала на город Санкт-Петербург. Напишите, в вашем регионе тоже с болезнями все в порядке или нет. Ну ладно, это все лирика, как говорится, к делу не пришьешь. Больной ты, не больной, но на свидание ходить нужно. Иначе что? Иначе так рискуешь остаться в одиночестве, лишенный женской ласки, тактильных ощущений, внимания и, конечно же, любви. Ждем сегодня на примерочку новые романтические отношения с дамой, которая очень и очень в переписке на моем супер, не побоюсь этого слова, уникальном аккаунте для знакомств с прекрасным полом, очень интересовалась мной и очень хотела со мной встретиться. Поэтому, думаю, надо исполнить ее желание. И я очень надеюсь, что в этот раз это не про бабульки, а про тычинки с пестиками. Потому что мне вот давно у меня этой биологии не было, я очень хочется начальника, очень ему хочется секас. Ждем. Добрый день. Привет. Добрый день, моя надежда на светлое завершение сегодняшнего дня. Хотя день, обрати внимание, сегодня привет. Привет. День сегодня вот что-то юбки холодные. А вот сердце горячее. Серьезно? Конечно. Ты как конечно. Данко? Лучше. Знаешь такого персонажа? Конечно. Не сомневаюсь. Конечно. Современная молодежь не разбирается в классической литературе. Не то, что мы с тобой. Мы всем расскажем. И покажем. И покажем картинки в «Войне и мир». Слушай, ну ты в жизни, конечно, намного интереснее, чем на фото. Ой, перестань, правда? Да. Просто я не фотогеничный. Нет, Да. ну не скромничай, Нет, да. не скромничай. Я видела все твои фотографии, я пересмотрела весь твой профиль, изучила. Очень даже все интересно. Есть люди, которые просто в любом состоянии, если их цепляет фотоаппарат, камера, они получаются класс. Идеально? Ну, не идеально, но они получаются там. А есть люди вроде меня, я могу сделать 1000 фотографий с рабочих, нерабочих там каких-то сторон, и, возможно, ни одна не получится типа, классная фотка. Ну, то есть, я про себя знаю эту историю. А есть люди, которые просто вот пьяные, и красивые. Пьяный, с размазанной тушью? Да, на себе нельзя показывать. С размазанной тушью. Вот. Их фотографируют, они получаются, как? Вот так хорошо. А вот так. Я не знаю как. Ну да. Но спасибо за комплимент, правда. Я не кокетничаю, благодарю тебя. Я рад, что мои фотографии... А там конкретно тебя что привлекло больше? Я или фон там, или что? Или качество фотографий, что у тебя? Ну, мне в целом понравилось. Ты очень хорошо смотришься на фоне океана. Ах, да, на фоне океана, открою тебе большой секрет, все хорошо смотрятся. Это правда, это особенность океана. Ну, вообще, на самом деле, когда фотографируешься на природе, вообще фотографии лучше получаются, чем в помещении. Но это не касается дорогих отелей. Там как-то свет по-особенному падает. И бокалы добавляют шарма, бокалы с шампанским. Да, с игристым. И пузырьки так отражают лучики солнца и света, что настроение само по себе улучшается. А ты давно куда-нибудь ездил? В санаторий Клязьма ездил. Чтобы делать клизму?
А ты знаешь, а что значит смешного в моем возрасте? Ну, почистился чуть-чуть. Какой у тебя возраст? Ну, перестань. 44 года. Ой, это не сказал, возраст? да, ну, конечно, я еще это на не ходу. Возраст. Ну, конечно. Отлично. Еще все впереди. Главное, чтобы не сзади. Вот это вот правда. Потому что в моем возрасте, говорят, бывают такие. Конечно. 44, смотри. 4 плюс 4 равно 8. Так. 8 бесконечность. А к чему ты это? Ну, все круто, знаешь. Я понял. А я сначала не понял, а теперь понял. Ну, хорошо. А потом как понял. Да, если 8 разделить на 3, это будет 2, 30, 38. Это тоже круто. Так, а что там в санатории Клязьма-то? Последний раз я ездил в Турцию этим летом в июне. Ой, ну смотри, сколько времени уже прошло. 3 месяца. Да? Да. А сейчас посмотри, какая погодка хорошая. Нет желания съездить куда-нибудь? Хороший вопрос. Ты на этом автомобиле сейчас куда-то поехать? Нет, на пляж я в Питере? Вообще, нет. Ну какой пляж? В Питере сейчас уже прохладно на пляже. В Питере, честно говоря. Так. Я думаю, Предлагай, я просто не очень понимаю пока, но предлагай. Я думаю, на самом деле, пока вот такой вот бархатный сезон, погодка стоит, то, что надо. Смотрела в Сочи неплохие путевочки есть. Что, прости? В Сочи есть неплохие путевочки. В Сочи есть неплохие путевочки. Конечно, море, солнце, пляж и так и далее. Вот и так далее. Самое интересное, Самое интересное, да, и хотелось бы развить эту тематику, но я мужчина вроде как не обиженный хотя бы остатками паров интеллекта, да, поэтому я, наверное, догадался. Приятно посмотреть на солидного мужчину. Блин, серьезно? Конечно, да. А что, не попадаются? Наконец-то. Да я не знаю, что вообще происходит в этом мире. Наконец. Ну ладно, давай, что? Я не знаю, что происходит в этом мире. Так. Потому что в основном сейчас мужчины, которые сидят на мамкиной шее, развалившись на диване. Юрьевич Беляков, который, как миллионы российских мужчин, любит разговаривать с телевизором. Вот это тёлка. Вот это я понимаю. Не то, что в новостях вот это шушера. Ничего не делают. И вот когда мужчина чего-то добился, ну слушай, в 44 года, давай будем объективны, человек уже должен чего-то добиться. Ну, да. Да, я согласен с тобой. И всегда приятно, когда ты видишь, какая у тебя замечательная машина, как ты великолепно одет. И мне это все, конечно, приятно. Но мы с тобой долго общались, конечно. Спасибо. То есть ты меня долго присматривалась ко мне, хотел сказать, пробивала, но присматривалась. Конечно, я изучала популярно все, весь твой профиль. Хорошо, по Сочи в итоге. Ты хочешь поехать в Сочи? Да, я хочу поехать в Сочи. То есть ты хочешь поехать в Сочи? Ищу чебурашку. Со мной? Да, почему нет? И там продолжить. Слушай, я смотрю на это вообще охренительно. Сейчас главное, чтобы нас не поцарапал товарищ на стопы. Слушай, я неплохо на это смотрю, честно тебе могу сказать. Я даже чувствую, что здесь прям скопление респираторных заболеваний. Вот у меня с голосом проблемы, сопли какие-то, и мне нужен морской воздух. Конечно. Согласна? Конечно, я еще лучше буду. Я буду свежее, здоровее, активнее, ну и куча других бонусов, которые... активнее, да. Я тебя понимаю. Ну, с этим, как мне говорили, проблем нет, но заодно проверим, да. Это надо еще доказать. Это надо. Я согласен. Ох уж мне эти теоретики. Да, ну слушай, я не буду тебя долго мучить на самом деле, ходить вокруг да около. Есть один момент. Я думаю, что ты как девушка внятная, а я понял, что ты девушка внятная, ты меня поймешь. Сейчас, я понимаю, что ты хочешь, чтобы я, так скажем, выступил спонсором данного мероприятия. Ну да, я понимаю, о чем ты говоришь. Но, к сожалению, существует одна преграда. Это то, что на фоне всех событий в мире, в стране я немного просел. И немного — это слово, которым я пытаюсь сберечь немножко твои нервы. Я нормально просел. И получилось так, что тачка эта, которой ты восхищаешься, она кредитная, и мне ее завтра нужно к банку пригнать, потому что ее забирают за долги. Я давно не оплачивал кредит. Еще у меня квартира в ипотеке, и на нее наложен арест сейчас, в данный момент. Да. То есть у меня выбор: либо как-то справиться с ситуацией, либо подавать на банкротство. И я, к сожалению, не то что в Сочи, я в тот самый санаторий Клязьма не могу себе позволить поехать. Но у меня сейчас родилась охрененная мысль.
Не, погоди, у меня охрененная мысль родилась. Давай не будем Я не знаю, каких тут еще Давай. новостей ждать. Слушай, на самом деле, мне хочется спросить, а хорошие новости будут? Да, смотри, не будем. Потому что какая-то дичь вообще, честно, дичайшая. Слушай, ну как дичайшая? Мы же живем среди людей, всякое бывает. Я к тому, что не будем хранить идею с Сочи. Не будем, потому что я прям чувствую какую-то энергию в этом месте, что ты вот прям про Сочи говорила, и прям, горела эта история, и мне тоже она очень зашла, и я тоже очень хочу с тобой лежать на пляже, пить маргариту и трогать Маргариту. Но Маргариты среди нас нет. Ты поняла, это такой был как бы, типа, ладно, понимаю, да, намек. Ага. Вот, и... Я предлагаю, знаешь, сделать следующим образом. Давай ты выступишь меценатом. Я? Да. Вот, купишь нам все билеты, забронируешь гостиницу, а я тебе чуть позже отдам. Скажи, пожалуйста, что это шутка, а? Вот сейчас ты шутишь, ты прикалываешься, нет? Нет, да? ну подожди, да? стоп, нет, подожди. Ты у нас, я же тоже смотрел твой профиль, я смотрел, что ты тоже там не на фоне помоек фотографируешься, что у тебя и тачка, и водокачка, и все остальное. То есть ты же не бомжуешь. Ну, то есть на какой-то, Сочи на неделю ты же можешь выделить какой-то бюджет, там, я не знаю, сколько, 500 000 каких-то вшивых, а я тебе потом отдам их. Ты серьезно? А что? Женя, я просто в шоке на самом деле. От чего? Ты... Ты в Сочи хочешь? Я хочу в Сочи. Поехали, просто заплати, а я тебе отдам. Я же тебе сказал, я же тебе не в долг просто пытаюсь поехать, а не на халяву. Нет, слушай, подожди, меня мама с папой не для этого рожали, чтобы я мужиков возила за свой счет куда-то отдыхать. Так. Ну серьезно, о чем ты говоришь вообще такое? Я в шоке. Ну не для этого, зачем? Я понял, для чего угодно, но не для этого. Ты вот зачем сегодня потратил мое время? Про свое время я не говорю, почему ты потратил свое время, меня это вообще мало интересует. Почему ты потратил мое время? Сейчас ты мне еще предлагаешь какие-то вообще неведомые условия. Да, я к тебе с хорошим посылом пришла. Так вообще. Я к тебе тоже с хорошим предложением. Я тебе с хорошим предложением. Оно что же хорошее? Оно решает все проблемы. Мои и твои. Ты хочешь в Сочи, а у меня нет денег на него. Ты платишь, и мы в Сочи. Прикинь? Нет, подожди, давай ты зарабатываешь денег, и тогда мы едем в Сочи, потому что это не разговор. Зимой в Сочи прохладно. Просто до зимы я вряд ли заработаю. Нет, извините меня, конечно. Я все понимаю, я много чего слышала в жизни, но я такой наглости в первый раз. Нет. Я потратила 32 500 сегодня на свой внешний вид, чтобы прийти сюда, чтобы прийти красивой, на салоны, на все. А ты мне лечишь какую-то дичь, чтобы я еще что-то оплачивала взрослому мужику, состоявшемуся. Ты же тоже едешь в Сочи. Я же не один поеду, мы же вдвоем поедем. Нет, подожди. Когда мужчина оплачивает поездку женщины, это нормально. Так. Но когда женщина оплачивает поездку мужчины, что мне еще для тебя сделать? У меня плавок нет. Да ты что? Можешь серьезно? помочь? И маски, Купить. Наверное, да, подводной нет. И ласт нет. Я глазки закрывать буду, чтобы не щипало. Маску не надо, мне трусики нужны. Потому что, не прикольно. Ага, и шлепки, чтобы по камешкам было не так больно, да, ходить? Я думал, ты меня на руках будешь носить. Ага, больше тебе ничего не сделать, никуда не поцеловать. Девушка, сделайте мне минет. Есть желание. Да, и вообще, и наглость, я смотрю. Да есть тоже выше крыши у тебя просто... Я не знаю, откуда такие берутся. Я могу показать место. Нет, спасибо. Спасибо большое. Ты мне сегодня уже столько всего показал и рассказал о прелестях этой жизни, испортил мне настроение. Мы в Сочи едем? Какие в жопу Сочи, Женя? Ну, не в жопу, а... Ты вообще слышишь, что ты говоришь сейчас? Какие Сочи? Российские, в Краснодарском крае. Ага, если на земле есть рай, это Краснодарский край. Всего доброго. Да. Такого я еще не видела. Может, Геленджик? В своей жизни. Геленджик. Ага, спасибо тебе большое. И еще покатай кого-нибудь другого вот на своем вот этом вот словоблудстве. Давай, счастливо. В Туапсе подешевле. В Туапсе. Иди ты со своим Туапсе. Знаешь, куда его себе засунь? И Анапу туда же. Пока. Да я бы, может, и засунул. Столько городов в моей попке не поместится. Такая привлекательная бабулечка справа от меня на Renault Stepway парковалась долго, но на ней цацак 1 200 000, брюликов, золота и всего остального.
Думаю, подкатить, парни. Не, ну а чё? Ну бабулька должна на меня повестись. Пускай без бабла, но у нее-то вон, мы один перстень в ломбард заложим и полгода на Бали. Да я не смогу ее. Сука, ламборгуни за 2 куни. Куда я смотрю, что происходит? Женек, соберись! Фу, какие бабки? Не, ну бабки в смысле деньги, да, но не бабки в смысле... Сука, ладно. Ну, не повезло сегодня тоже. Мог бы в Сочи оказаться, но, как говорится, посмотрите, что у меня в глазу. Не в этот раз, други мои, не в этот раз. Возможно... Слушай, а что я ломаюсь? Бабка нормальный варик. Пойду подкачу. Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье.